когда же это наконец закончится? Сколько можно? Достали меня уже эти пожиратели, эти людоеды. А с другой стороны, ничего не поделаешь. Раз уж я впрягся в эту тему, должен довести ее до конца. В прошлый раз я изучал кресло дантиста-пожиратель. Вы, конечно, помните, чем все завершилось и что случилось с тем самым стоматологом. Кто не помнит, вот ссылочка на ролик. А вообще-то, если хотите быть в курсе всех новейших исследований в области пожирателей, подписывайтесь на мой Крипа-канал, тогда точно ничего не пропустите. И что же я леплю? О, на этот раз все не так просто. Дело в том, что до меня давно начали поступать сигналы от моих любимых подписчиков об одном из пожирателей, а именно о кровати пожирателя. Вот кто мне посылал сигналы. Люба Слайм ТВ, Ратефанта 1, Таня Чайпи, Топ-13, Лук Батун, Фанни Гоу, Эльфа из Таежной Дали, Страшно интересная лепка. Вообще-то тех, кто сталкивался с этим монстром, было гораздо больше, но всех не упомнишь. Так что простите, если кого-то забыл. Да, так вот, очень интересно, откуда все эти люди могли узнать о кровати пожирателя. Пожалуйста, пишите мне в комментариях, как, откуда и при каких обстоятельствах вы узнали об этом чудовище, об этом монстре, окей? А история такая. В одном небольшом городке жил мужчина средних лет. У него была семья, жена, сын и дочка. Семья была вполне благополучная, с очень хорошим достатком. И тебе прекрасный особняк, и 2 квартиры. Я, правда, не понимаю, зачем им нужно было так много недвижимости и жилья. И 3 машины, 1 у мамы и 2 у папы. Причем не какие-то там дешевые автомобили, а очень даже дорогие. Джип Porsche, Mercedes и даже Bentley. У каждого члена семьи по айфону. Все хорошо и модно одеты. Отличное питание. Раз в неделю семья ходила обедать в рестораны. Раз в полгода вся семья летала на отдых в разные страны, в том числе и вполне экзотические. Не в какой-то там Египет или Турцию, а на Мальдивские острова, в Непал, Чили, Бразилию, Мексику. А 1 раз даже в Антарктиду летали и охотились там на пингвинов. Представляете? Охотиться на пингвинов, да уж. В общем, очень-очень благополучная в материальном плане семья. Но вот как раз охота на пингвинов, видимо, и сыграла свою роковую роль во всей этой истории. Все это материальное благополучие создавал отец семейства. Он работал государственным чиновником и распоряжался огромными бюджетными деньгами. Кроме того, он также являлся совладельцем крупного коммерческого банка. В общем, денег в семье было завались. И все было как бы хорошо до тех пор, пока мама с детьми не поехала на отдых без папы. И поехали они в обычный простой тур. В Испанию, в Барселону. Для этой семьи это был такой себе заурядный, обыкновенный тур. Так, немного понежиться на море. А папа остался дома. Когда семья вернулась домой, то обнаружили дом пустым. Папы не было. Ну, мало ли, мог в командировку уехать. Но он не появился и на следующий день. Жена позвонила на работу. На работе сказали, что он уже 3 дня не появлялся. Они решили, что он или заболел, или уехал на охоту. Да, кстати, забыл сказать, что папа был охотником и частенько ездил сам без семьи на охоту. На кого он только не охотился. И на медведей,
И на львов, и на носорогов, и на слонов, и даже на китов. Весь особняк был завален трофеями, разными чучелами зверей, птиц, рыб, бивнями, рогами и всем, чем только можно. Да, так вот, когда жена увидела, что мужа нет дома, она очень удивилась, потому что он всегда, когда уезжал один, оставлял записку или звонил по телефону и сообщал о своих планах. А тут ни записки, ни звонка. Она позвонила в полицию и заявила о пропаже человека. Завели дело по факту пропажи и начали поиски. Поиски никаких результатов не дали. Опросив целую кучу свидетелей, выяснили следующее. 6 дней подряд, когда жена с детьми была в Испании, муж ночевал не дома, точнее не в особняке. Он ночевал либо в одной из своих квартир, либо у каких-то знакомых или друзей. И только в ночь перед приездом жены он вернулся с работы домой в особняк и ночевал там. По крайней мере, так сказали свидетели, соседи и сослуживцы по работе. Следственный комитет недоумевал, куда мог пропасть человек. И тут жена сказала, что у них в доме в каждой комнате есть камера видеонаблюдения. Следователь взял диск на работу. Там сотрудник-программист крякнул пароль, и следователю удалось получить доступ к записывающему диску. Когда он посмотрел, что произошло в ночь перед возвращением жены с детьми из Испании, он обомлел. Нет, обомлел — это не очень подходящее слово. Он офигел, остолбенел, ошалел. В общем, не знаю, может ли какой-нибудь глагол адекватно описать те чувства, которые испытывал следователь, когда он увидел, что произошло в ту ночь. А произошло следующее. Кровать, на которой не один год спали муж с женой, оказалась кроватью пожирательницей. И она съела мужа. Да, сожрала без остатка. Что, как, почему? Следствие длилось довольно долго. Без лишней скромности хочу отметить, что меня тоже привлекли в качестве консультанта по пожирателям. Поэтому рассказываю вам все. Ну, не совсем все-все, потому что есть и тайна следствия. Точнее, почти все. Во всяком случае, когда вы услышите всю историю до конца, то поймете. Итак, отец семейства был богатым человеком. Уж где он там брал деньги, зарабатывал их или добывал преступным путем, в данном случае значения не имеет. А имеет значение тот факт, что он мог позволить себе охотиться на разных живых существ. А такая охота, безусловно, стоит много, еще как много. Он охотился на этих бедных животных просто так, для удовольствия. Безжалостно убивал их просто в огромном количестве. Главным образом, просто для того, чтобы похвастаться перед друзьями и перед своей семьей. Трупы животных чаще всего выбрасывал, то есть оставлял на месте преступления. Даже не закапывал. В общем, он был безжалостным убийцей живых существ. А кровать-то оказалась не просто пожирателем, а пожирателем именно таких садистов, таких убийц. Почему она не съела его раньше, спросите вы? Я тоже сначала не мог понять, почему так, но потом понял, все казалось достаточно просто. Дело в том, что он не всегда спал именно в этой кровати, а когда спал в ней, то не один, а с женой. Именно поэтому кровать не могла сожрать его раньше. Она не могла допустить, чтобы пострадал другой, невинный человек. Я выяснил, что это была первая и, как оказалось, последняя ночь, когда он спал в этой кровати один. Как же действует кровать-пожиратель? Механизм довольно сложный. Он схож с некоторыми орудиями пыток испанской инквизиции. Знаете, что такое испанская инквизиция? Ее полное название – Трибунал Священной Канцелярии Инквизиции. Это особый следственный и судебный орган, созданный в 1478 году Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I,
Кастильской. Призван поддерживать чистоту католической веры в их подданных, а также заменить собой средневековую инквизицию, которая находилась под папским надзором. В общем, захотите, погуглите. Сколько таких монстров существует на Земле, не знаю. Но знаю точно одно: все монстры-пожиратели не едят хороших, порядочных людей. Они пожирают только плохих людей, тех, кто вредит людям, природе, и кто сам является чудовищем. Хотя внешне эти чудовища похожи на людей. В общем, я завершаю лепить этого жуткого монстра, кровать-пожиратель. Я думаю, вы догадаетесь, как именно она пожирала свои жертвы. А если не догадываетесь, спрашивайте в комментариях. А те, кто догадались, отвечайте тем, кто не понял, да? На то и есть комментарии, чтобы вы могли друг другу писать, спрашивать и отвечать. Ведь YouTube – социальная сеть. Вот и помогайте друг другу. Если вам понравился мой ролик, не скупитесь на лайки, делитесь с друзьями и, конечно, подписывайтесь на мой прекрасный канал. Тогда вы точно не пропустите самого интересного. Я прощаюсь с вами, мои любимые друзья. С вами был Хоррор Мейкер.